Апекс уже стоит, говорят, потому что вообще уебаться старый. За доброту твою накажут, и за наивность твою накажут, и за слабость твою накажут. Потому что я торговать умею. Если ты не веришь в то, что ты можешь с плохим пока выигрывать, ты не будешь. А если ты веришь, ты будешь. Какой-нибудь Джокер бы сыграл бы с кайфом просто. Я в этой команде разлюбил сладкое. Всем ку! С вами Фламус из Virtus.pro. И сегодня я отвечу на много вопросов, я на сегодня отвечу, которые вы мне задавали в комментариях в паблике Virtus.pro. Также некоторые из этих вопросов попадут в отдельный маленький видосик, который я выложу в свой телеграм-канал. Я сам выбрал вопросы, так что надеюсь, вам будет интересно. Подписывайтесь на мой телеграм. В чем разница между Ханом и Айси? КСР более спокойный, Хан много больше говорил. Он более такой энергичный. Ну, в любом случае, Кайсар тут оказался не просто так. Я считаю просто, что Кайсар посильнее будет Беки. Надеюсь, Бек не обидится. Что скажешь насчет Вандерфула в Нави? Стоит ли убирать его или нет? Кого брать, если так посудить? Симпла брать? Ну, это гембл полный. Ты не знаешь, как он будет играть. Да нет смысла его убирать. Не знаю, люди наоборот нагоняют на него огромное давление, что мешает ему играть. Так-то он свою работу четко выполняет. Относительно других снайперов, может быть, мажет, да, но при этом я смотрел тоже, как он двигается, гранатки накидывает, он все четко делает. Не думаю, честно, то, что его нужно убирать. Нужно просто полностью работать в команде Нави вместе, как команде, и все. Любимая актриса 18+, я не буду на это отвечать. Вот это как раз в телеграм-канал можешь... Не, у меня девушка мне пизды даст. Тем более я не знаю. Как тебе удается так хорошо ломать дефолты соперника? Это чуйка или талант? Или твоя тренерская аналитическая работа? Что значит, что я там дефолты ломаю? Просто четко играешь свой дефолт. И если ты четко играешь свой дефолт, допустим, за атаку, не знаю, какой-нибудь пример взять. Да, там хер ты сломаешь дефолт. Если ты делаешь четко дефолт, выходишь на расклад и делаешь четко расклад, то все супер будет. Может быть, талант и работа личная, и тренерская, все, совокупность. Почему на Дасе ты стал играть на лонгу, хотя в Катовице играл потрясающе на шорту и КТ? Просто потому, что я на ротации я играл не потрясающе. Поэтому играю сейчас на лонгу. Ну, вообще, это была такая история, то, что меня поставили на ротацию, но поскольку нам нужны были результаты срочно, была инициатива Дэна поставить меня на ротацию, но нельзя забывать то, что Денис играл на Дасе на ротации 10 лет. У меня нет такого большого опыта, и тем более на тир-1 уровне. Там очень много всяких мелких деталей, которые я просто-напросто не понимаю. И на данный момент времени я играю на длине, потому что так лучше для команды. Меня это никак не аффектит. Я здесь делаю все, чтобы мы выигрывали. Тимурчик, любимый, как ты попал в киберспорт? Какие эмоции испытывал, когда у тебя получилось? Что значит попасть в киберспорт? Когда я попал в первую киберспортивную команду, я не знаю, играл, захотел стать киберспортсменом лет 13-14. Ну, хотя нет, это вранье. Моя первая команда была лет 12, когда у меня был еще 4, 5, 6 левелфейст. Играл, попал в челягу. Они снизили порог для входа в челленджер. У меня там было 2700+. Попал туда, там поиграл. Начал квалы с кем-то играть. Потом меня позвал Леха Овердрайв на Теспирит Академию. И вот там. Я считаю, что моя карьера полноценно началась в Немиге. То есть, когда мне уже было 18-19 лет, я забыл. Эмоции были крутые, когда ты выигрываешь. Хорошая стата, выигрываете всех подряд, выигрываете даже турниры какие-то на тир-2. Поехали на тир-1 турнир в Ченду. Мне круто, я счастливый был. Да и сейчас я, не скажу, что грустный. Почему тебя все называют слоном, и как ты к этому относишься? Я не знаю, ты Женя Райс, по-моему, вкинул. Про то, что я просто меня все начали меня называть, отношусь. Я никак не отношусь, называется меня барабан. Как тебе удалось так научиться играть в КС, стоя на коленях? Играю руками, не ногами. Но про то, что я позвоночник ломал в 14, и мне нельзя было сидеть, поэтому я клал подушки на пол и играл на коленях. Типа, у меня в 14 лет колени ныли так, как будто мне 100. У меня очень сильно болели колени, и да ничего, просто сидел, играл. У меня выбор, что ли, был. Если так сказать. У меня не было выбора, хотел играть, играй, стой на коленях. Поднялся с колен, получается. Поднялся с колен. Сел на стул. Как, по-твоему, реально ли добиться 10-го левелфейста с плохими тиммейтами, слабым ПК? Ну, с плохими тиммейтами, что ты имеешь в виду? Играть в пачке с плохими тиммейтами, ну, все в твоих руках, можно играть без них. Если ты стабильно играешь хорошо, то все равно Элла будет уходить в плюс, потому что жизнь работает так.
Если ты всегда стабильно играешь, тебе не будет всегда не вести. Потому что есть и хорошие, есть и плохие тиммейты. Так что со слабым ПК это уже все в твоих руках. Если ты не веришь в то, что ты можешь с плохим ПК выигрывать, ты не будешь. А если ты веришь, ты будешь. У меня, допустим, не было сильно крутого ПК, у меня стабильно. Это типа, у меня 240 Гц был моник, а у меня не было 240 FPS. У меня там было, 200, 210, 220. Стабильно 240 у меня никогда не было. Я даже постримивал, сколько там, 2500 апал, то есть спокойно. Типа у меня там, 180-200 FPS было. Я не считаю, что это какие-то невероятные цифры, но играбельные. Я считаю, что и на 120 FPS играть, играбельно. Просто в твоем таланте, в твоей работе дело. И все. Если ты веришь, ты добьешься этого, я верю. Что нужно сделать, чтобы попасть на просцену? В FPL можно попробовать, в FPL попасть можно. Апаешь 10-й левел, находишь тиммейтов, пробуешь себя на квалификациях, тебя замечают и попадаешь в команду рано или поздно. Если ты хорошо играешь, если нет, то нет. Все. Со сколько часов ты апнул с этой level face, это имеется в виду, сколько часов было в Steam, было в контре? 8-9 часов, наверное. Я же начал играть очень рано. На этом аккаунте я начал играть с года выхода. Я очень много просто времени малым играл, и 4-3 часов наиграл, просто играя ММ. Чисто так, просто по фану. Сложно было играть в Game Legion с нерусскоговорящими игроками? Да нет. Поначалу. Просто мне было тяжело, говорить, там не говорить, понимать. Потом привык, и все четко было. Сможет ли Virtus.pro в ближайшее время раскрыть твой потенциал на полную мощь? Свой потенциал. Свой. Как команда, я думаю. Не знаю насчет ближайшее время, но будем работать. Ты что, увидим. Мы же не знаем, какой у нас потенциал. Мы же не знаем, какой у нас потенциал, и мы просто к нему стремимся. Мы просто играем, тренируемся, а какой у нас потенциал, покажет время. Я верю в то, что мы можем очень круто играть на тир-1 уровне, и у нас для этого есть абсолютно все. А какие еще инвайты приходили? Не было предложений, был интерес от других организаций, не буду раскрывать каких. Полноценный интерес от одной организации, и был... просто так мельком спрашивали про другую организацию. Одна европейская, другая североамериканская. Был интерес от европейской и такой полуинтерес, просто там спрашивали, что как я из североамериканской. Как быть настолько же вайбовым? Да я хуй знает, я родился таким. У меня энергии жопой жуй и все. Чем мне? Быть веселым, надо иметь чистую голову, но я просто такой, не чистую голову, а позитивную голову. Я просто такой с детства. Я прям с самого детства прям со всеми дружил. Но ты как будто вообще не загоняешься. Нет, пиздешь. Я пиздец загоняюсь. Я очень самокритичен. Нельзя показывать никогда свою слабость. Меня этому жизнь научила. Потому что гиены все чуют. То, что я там загоняюсь, это не во время игры. Во время игры результат должен показывать, а не загоняться. Просто поэтому я, даже если карт плохо сыграл, пошел в туалет, бам, леща себе дал, проснулся. Я образно говорю, да, и сел дальше играть. С девушкой, конечно, там обсуждать, с родителями, с психологом, когда до этого работал. Но это были времена, когда я прям слабее гораздо был, просто как человек. Эта жизнь меня научила, что тебя и за доброту твою накажут, и за наивность твою накажут, и за слабость твою накажут. Никогда не поймешь, от кого ее ждать. Будь это кто-то чужой, а кто-то это очень близкий. Потому что у меня бывало все в моей жизни. Если кто-то, прошу за выражение, замажете, то мне от этого не надо быть. Я должен всегда оставаться собой. Думал ли ты, что ты играешь последний год в ГЛ, или думал ли, что подпишу тир-1 команду? Как последний год? Это был мой первый год. Я никак не люблю загадывать на будущее, но я был готов к тому, что если мне придет какой-то инвайт, то я буду над ним думать. Особенно из русскоговорящей, потому что Gamer Legion крутая организация, ничего не хочу сказать. Просто много нюансов с тем, что я русский в плане виз, документов всяких. Там уже не понимают, не шарят за все это. Со многим мне приходилось справляться самому. И поэтому у меня было дополнительное желание играть в русскоговорящей команде. Каковы были эмоции после перехода в ВП? Очень круто. Просто играть с чемпионами мажора. То есть я понимаю, что мне догонять надо. То есть в жизни у меня такое, наверное, впервые, что когда я пришел в команду, я понимаю, что мне пиздец догонять надо, потому что я там где-то не врубаю. Это как говорят, хочешь стать миллионером, общайся с миллионером. Да. Хочешь стать мейджор-виннером, играй с мейджор-виннером. Все верно. Расскажи, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы игрока начали замечать команды. Какая была твоя первая команда? Моя самая первая команда была, когда мне был левел 4, 4, 5. Я помню, кстати, назывался она Ураниум. Богданфус, Фройс, Сейд. Там много типов еще было. Юрчик Суприм. Помню другую команду. Ice Spirits. Гринчик, я помню.
Ваня какой-то играл, я не помню у него ник. Ну, короче, дохуя вот этих аматорских. Вот есть такая хуйнявка, есть аматор-сцена. Это аматор-сцена неизвестна всем молодым, но на самом деле аматор-сцена на то время, там одни и те же игроки рубились на протяжении 2 лет. Это вот у люди, у которых предел вот эта вот аматор-лига была, то есть такие же тоже есть. Вот я там рубился, там первый опыт какой-то свой получал. Помню, как раз скидку, блядь, тренировался, придумывал там на Мираже смог, джангл, головы. А так, моя первая, наверное, сильная команда, это была Ворстенами. После этого я уже попал в Spirit Академию. Ты в тир-1 команде, в одной из лучших команд СНГ. Казалось бы, что может быть лучше, но тем не менее, какие личные цели ставишь перед собой? Я хочу показывать свой максимум, хочу доказать самому себе то, что я могу играть на этом уровне и показывать достойный результат. Хочется начать выигрывать. Если не выигрывать какие-то самые крупные тир-1 турниры, потому что, ясен хер до титанов по типу Vitality и Spirit на данный момент, не дотягиваем мы. Хочется дотягивать. Для начала хочется выигрывать турниры по типу Бухареста, где мы были, где нету таких команд, то, наверное, уже почувствовать этот вкус победы, то, что это возможно выйти на арену, там поиграть. Это вот мои цели такие. Пока что. Как пробраться мне в будущем киберспорт? У меня почти 9 левел, но в контре мало часов. Что мне делать, когда будет 10 левел? Сейчас мне 14 лет. Нужно ли иметь 3 КЛ или что-то подобное? Я этот вопрос видел, он мне в ВК его писал. Я ответил, чулу. Так и скажешь. Я тебе в ВК ответил. Не буду так говорить. Ты вставил, у меня пизда потом была, блядь. Мне до сих пор пишут люди каждый день в ВК, у меня там 100 с хуем сообщений. Когда ты апаешь 10 левел фейс, то жизнь не заканчивается, карьера у тебя не начинается далеко. Потому что фейсит — это инструмент для того, чтобы, во-первых, набраться опыта, играть просто, потому что там все стараются, потому что там все хотят играть. 2 — это инструмент, чтобы тебя заметили. Ты на фейсе можешь найти раз тиммейтов, 2 на фейсе ты можешь попасть в FPL, найти тиммейтов, чтобы собрать команду, играть какие-то квалы, чтобы тебя заметили. Тоже такой вариант есть. Выйти на ХЛТВ каким-то хуем. То есть это такая тема. Нужно ли иметь 3 КЛ? Дело не в 3 КЛ. Дело в том, что на 3 КЛ игроки лучше играют. И ты получаешь опыта больше от игры на таком уровне. Дело не в Элло вообще. Нижегородский, Слонок, Тимур, когда приедешь в Нижний Новгород. Ребят, очень сильно хочу вернуться в Нижний, сходить на Покровочку, погулять по Сормову, в Сормовский парк сходить, в Золотую Милю сходить, в Маке посидеть, с кайфом вообще, там в бильярд поиграть. Надеюсь на то, что в этом году вернусь. Кто твой главный вдохновитель в карьере после электроник? Нет, у меня вдохновителя никогда не было. Я никогда не играл ради кого-то. Но отвечу команду, которая мне всегда симпатизировала, это Фейс. Возможно, потому что просто F, типа Фейс, Фламус и буква F. Мне нравился всегда их дизайн, как-то так. Почему у тебя пошел спад и из-за чего? Потому что не тянул уровень, просто очень много работы. Во-первых, усталость. В Катовице была болезнь, у меня организм, я не робот, у меня организм вообще недоволен был тем, что происходит. Я вообще помню, после Eternal Fire играл контуженный, сидел, блядь, у меня просто голова кружилась во время игры. А так, без отмазок, если просто не дотягиваю уровни, недостаток знаний по базе, недостаток знаний просто по самой игре. Переход просто. Тут все врубают жестко. То есть там, где до этого я играл в командах, там, конечно, там и уровень игры у противников был гораздо слабее. Сейчас уже другие команды, просто период адаптации у меня такой происходит. По твоему мнению, Айси лучше на авике, чем Джейм, только честно? Наверное, по позиционке и по пониманию всего макро к карте это Джейм, но просто по индивидуалке в плане мувмента и стрельбы, что по моему зрению сейчас гораздо важнее. Кайсар. Но это тоже то, что у Джейма это лучше на данный момент, потому что Кайсар тоже только пришел на такой уровень. И я думаю, что всему свое время. У Кайсара есть огромный потенциал стать одним из лучших снайперов, если не лучшим. То есть все покажет время. Очень заметно, что переход в ВП добавил тебе немало давления. Как держишь удар, что помогает не сломаться под грузом ожиданий, что подталкивает тебя дальше вперед? Давление, да, ебануто на самом деле. Под грузом ожиданий, да поебать мне что-то меня ожидает на самом деле. Я себя грызу не меньше, блядь, всех остальных. Я себя пожираю гораздо больше, чем люди в комментариях. Это меня толкает вперед. Что я хочу сам себе доказать в первую очередь. В какой-то степени моя самокритика толкает меня вперед. И то есть просто силу я это чувствую. Я понимаю то, что за хуйня. То есть вот эти блядь, типы могут играть, а я не могу. Да кто они, да кто я, блядь. И диалог с самим собой провожу постоянно. И мне это очень сильно помогает. То есть самый диалог, кстати, полезный совет. Общайтесь с самим собой, задавайте себе вопросы, и вам будет проще жить в этой жизни. Почему у некоторых команд при массовых заменах результат меняется быстро, условно на первом или втором турнире? А некоторые команды испытывают трудности, потому что есть такая вещь, когда люди в тир-1 командах
когда приходит, допустим, Робс Виталити. Робс приходит, во-первых, он уже очень хорошо понимает игру, ему не нужен этот период адаптации. Понимает игру, идеально свою роль будет выполнять в любой команде, потому что он идеально знает, как выполнять свою роль. У некоторых командах, допустим, как мы с Кайсаром пришли, нам надо объяснять, мы молодые. То есть нам не хватает. Поэтому некоторые команды сразу начинают всех убивать, а некоторые команды испытывают трудности. Но что-то мне подсказывает, что у Виталити тоже будет тяжелый период, если честно. Какая для тебя самая главная цель, как и для игрока в КС? Победа на мажоре. Очень хочется выиграть Гранд-слэм, потому что если ты выигрываешь Гранд-слэм, это значит, что ты уже выиграл много крутых турниров. Я хочу выиграть много турниров, а доказательством это является Гранд-слэм. Что бы ты выбрал? Выиграть Гранд-слэм, но не выиграть мажор? Или выиграть мажор в сезон и больше, до Гранд-слэма не добраться? Нет, до Гранд-слэма не добраться, это выиграть 3 турнира. Нет, если у меня был бы выбор Гранд-слэма или... и нет мажора, или выиграть мажор, и допустим, чтобы мне не хватило одного турнира до Гранд-слэма, то мажор. Хочется свое имя вписать в историю Counter-Strike, вот так вот, потому что Гранд-слэм, он в любом случае не так запоминается. Я помню, кто мажор выигрывал, Гранд-слэм выигрывали, я не помню. Занимался ли ты спортом в детстве, занимаешься чем-то сейчас? Занимался танцами и ходил в театральный кружок. Занимался танцами с 6 до 14 лет из-за позвоночника. Много где был в Артеке, был в Германии, был во многих лагерях, по России путешествовал, в Болгарии был. А ты бальными или спортивными? Нет, современная хореография. Там джаз, контемпорари, да, и все. Народка тоже была, хип-хопа не было. Это такая эстрадка, народка, но современная хореография, вот так вот. Чем вас кормят ВП? У нас, кстати, на этом буткемпе будет повар. Мы сами выбираем, что будем кушать. Я хочу прийти к тому, к правильному питанию, потому что у меня перед мажором было очень сильное отравление. У меня такая история. В Game Legion, когда играл, у меня перед мажором, перед китайским, было отравление сильное. У меня вздулась кишка, у меня ломило все тело, у меня была температура огромная, я потел, не мог даже нормально ходить, не ел дня 2. И в этот момент у меня был перелет на буткемп в Германию через страну, то есть у меня там было 12 часов перелета еще в тот день. Я ходил на рентген, и у меня после того времени, у меня как будто много времени уже относительно прошло, но все равно у меня и в Китае были проблемы, и параллельно раз-два в месяц у меня возникают какие-то проблемы, то есть с этим. То есть я хочу прийти к тому, что надо уже нормально питаться начать, потому что это важно, на самом деле, питание, сон, физическая нагрузка какая-то. Да. Занимаешься чем сейчас? Я немножко от этого отдалился, потому что очень много на контре времени уделяю, но так вообще, да, в зал ходить мне очень нравится. Очень сильно разгружает себя. На кого учился? Я не знаю, я ходил в Шарагу, на кого учился. Я ходил в Шарагу, потому что надо было ходить учиться. Актера пошел четко. Врать, уметь взаимодействовать с людьми, врать, плюс актером быть тоже круто. Это было мое детство, мечта детства вообще актером стать. Меня отец от этого отговорил. И стал киберспортсменом. Нормально? Отговорил. Займись нормальной работой. Да, вот стал киберспортсменом. Я тебя люблю, пап. Тимур, если бы тебе дали бы возможность создать команду мечты, каких игроков бы я взял? У меня вопросов в этой команде не было, и все. То есть это был бы, наверное... Это был бы Донг, это был бы Моноси, это был бы Дэн Электроник на капитане, это был бы Женя. И это был бы выбор между, получается, Зонтом, Борей и Петей. Да Петр всех выебет в рот. Вот так я считаю. Как сохраняешь настрой на май, даже когда игра откровенно не идет? Я помню, для чего я это делаю. То есть, во-первых, у меня есть команда, я стараюсь ради команды, и я стараюсь себя не доводить до этого состояния, вот так вот скажу. То есть, вообще есть полезная такая тема, пацаны, там, на эко дайте, говорю, дайте соберу. Это, мне кажется, нормальная типа тема для конференса, просить пацанов тебе как-то помочь. Была тема, то, что в Катовице была тема против Wildcard, мы на Катовице играли же. Я себя вообще не уверенно чувствовал, но мне Дэн говорит, на, Тимур, Ака, иди, разъеби их. Разъебал, я там -4 дал раунд выиграть. То есть поддержка от тиммейтов тоже очень сильно помогает. Нельзя забывать, что ты один играешь в КС, в команды. И ради чего ты стараешься. Да и смысла нет. Игра не идет и не идет. Не будь от статистики, зато матч выиграешь. Зато результат командный идет. То есть, я как-то... Конечно, во время игры до сих пор бывают эти проблемы, но я просто себя так настраиваю и стараюсь прийти вот к этому майндсету, то, что если даже плохая стата, это ничего не значит, сделай все возможное, чтобы команда выиграла. Любимый вид спорта и команда.
Не слежу. Ну, вообще, наверное, баскет. Люблю посмотреть. Ну, то сейчас Лейкерс. Сейчас пиздец форсит. Потому что к ним Люка пришел. За ними интересно посмотреть. Любимый жанр в музыке и группа. Либо Dragons и 21 Pilots — это инди-рок. Ну, типа... Ну, короче, рок, разносторонний рок. Ну, типа, мне на самом деле нравятся в жанре в музыке, ну, все. Я очень много рэпа слушаю. Там Бруно Марса для себя открыл как исполнителя. Тоже у него он охуенный тип, вообще мне нравится. 21 Pilots, Imagine Dragons, Panic! At the Disco. At the Disco, да. Да, My Chemical Romance в свое время слушал. Ну, Linkin Park, Паза. Дальше, из музыкальных исполнителей я очень много тоже кого слушаю. Как бы это ни звучало, я и Дрейка, и Кендрика слушаю. 21 Savage, Джей Кол, Трэвис, Gunflat, Кардей, тоже жесткий тип, Ян Диор, The Baby. Много просто кого слушаю. И вот Бруно для себя открыл. И, ну, вот из таких исполнителей больше, наверное, никого не смогу назвать. А три любимые группы — это Imagine Dragons, 21 Pilots и Panic! At the Disco. Это все своего плана рок. Кто победил в противостоянии, Дрейк или Кендрик Ламар? Мне просто музыка Дрейка нравится больше. Я смотрел за этим бифом как больше фанатом Дрейка. Но вообще, ну, в любом случае, именно в этом бифе, получается, победил Кендрик. Что бы ни происходило, Дрейку вот поебать как будто. Для него это как бизнес. Он все равно будет пилить музыку, и его будут также слушать. И годик пройдет, и он опять будет популярнее Кендрика. Любимая марка автомобиля? Нету у меня любимой марки автомобиля. Если уже буду покупать вторую машину, которую буду ездить постоянно, потому что первую надо просто уже покупать, я планирую покупать. Ну, вообще, наверное, Мерс, потому что за Бэхой надо очень сильно следить, как я знаю. Там у меня у друга есть, там она пиздец из салона не вылазит, мне постоянно друг говорит. Так что я задумал, нахуй это надо, куплю себе Мерс. Ну, а вообще машину даже не хочу заводить, если честно. У меня никогда в жизни не было желания заводить машину, я не знаю почему. Как играть на фейсите с пингом 140, когда не регают все пули? Хуй знает, братан. У тебя единственный варик переезжать. У тебя нет вариантта. Если ты с Дальнего Востока, можешь в Китай играть. А какова история твоего ника? В Майнкрафт играл, был охеренный скин, и там был ник Flamus92. И вот так придумал свой скин. Ой, ник. Хочешь увидеть кэш соревновательного пуля? Да-да. А что нет? Нормально. Ну, я играл на фейсте, даже 10 левел у меня был. По-моему, какой-то ебанутый там клатч сделал, когда мне было 200-300, я зашел 1.5, 1.4, там что-то очень жесткое было. Но я вообще не шарю. То есть на трейдне хотя бы играл, а на кэше, блядь, что? В меня все старые игроки просто долбить будут, уже ничего не понимаю. Что делать, если очень быстро выгораешь? На это есть причина. Первое — это физическая причина твоего тела. Усталость, еда, сон. Недостаток физической активности, кстати. Это очень важная тема, которую я советую всем молодым игрокам, особенно те, у которых проблемы с головой в том плане, что им тяжело контролировать свои эмоции и так далее. Начинайте ходить в зал. Если не можете ходить в зал, занимайтесь дома. Пока не попробуйте, не поймете, насколько сильный буст это даст, насколько спокойнее и размереннее вы станете в жизни. То есть я даже сейчас замечаю то, что у меня всю жизнь были проблемы с мыслями, мне было их тяжело контролировать. Как только я начал ходить в зал, 18 лет, 19 лет на постоянной основе, я сразу начал, без шуток, пошел в зал, сразу начал ебать в контре, и сразу у меня мысли начали успокоились. То есть я походил там месяц, я уже ходил как камень, просто плохо мне было. Нет тревоги никакой, да. просчетов, мыслей, что будет. Да, типа ебать. Типа ебать. Все, ты просто живешь. Это на самом деле питание и сон. Это все как дополнение идет. И водный баланс тоже. Ну да, и водный баланс тоже. Если вы пьете не воду постоянно, то вам пизда. Во что бы ты играл, если не КС? Майнкрафт я люблю играть. Но если как киберспортсмен, я бы ни во что не играл. У меня ни одна игра. Ну, возможно, если бы в детстве. Потому что первая моя игра была Dota, а не КС. Впервые я зашел во вторую Dota. Значит, тогда платная была. Мне было 6 лет. У меня мой старший брат там играл. Я думал, что Пудж это босс какой-то. У меня брат играл, за Виндранер. Это зеленая. Да. А синяя? С луком. А синяя винга. Вот он за нее играл. Это вот первый раз, когда я Доту увидел. Он играл на винге, и там он с Пуджа стрелял. Я думаю, это что, босс? Я у него спрашиваю. Он пошутил, сказал, что да, это босс. Возможно, Дота, а так просто бы, вероятнее всего, не киберспортсменом бы был. Привет, представим, ты на финале мажора. Кого бы ты выбрал соперники, Нави или Спирит? На данный момент Нави, потому что не объективно, сейчас играют слабее, чем Спирит. Do you know you look like Harry Potter? Yeah, a lot of people told me that. Especially in China. Потому что, вероятнее всего, и комментарий этот писал тоже фанат из Китая. Китай, China, I love you. Скажи какой-нибудь спелл из Гарри Поттера. Нет.
Акция жопка. Да, акция жопа, блядь. Вингардиум, блядь, Левиоса. Где самую вкусную шавуху хавал? Бля, короче, на автозаводе в Нижнем Новгороде. Ребят, я не знаю где, я не помню ни улицу. Но вот если от ДК ГАЗ ехать направо, там у меня у друга дом. Можешь завернуть направо, там рядом школа какая-то. Там вот прям вот ларек ларьком. Там, короче, ты выбираешь шавуху с чем? С картошкой фри, с наггетсами просто, с чем-то еще, с соусом барбекю, с кисло-сладким. Вот там я попробовал шаурму с наггетсами и кисло-сладким соусом. Это пиздец разъем. Не на средном, ребят, на самом деле. Не, то есть на средном я, по-моему... Бля, вот без шуток, как будто я на средном не пробовал. Это, возможно, странно, но да. Скорее всего, я просто не пробовал. А если и пробовал, это какая-то фейковая была. Какова твоя цель на этот год? Просто показать максимально, на что мы способны с командой, постараться выигрывать игры, выигрывать турниры, продвигаться в топе. Какой-то конкретной цели нету, это бесполезно. Вообще ставить цели, это на самом деле... мы просто знаем, к чему стремимся, все хотят выигрывать. А так, я считаю то, что ставить цели и к чему-то стремиться, это ошибка. Нужно просто, надо хотеть выигрывать и работать, все. Хочешь выиграть, будешь работать, будешь стараться, будешь знать, к чему ты идешь, к чему, все. Но стремиться к победе – это ошибка, потому что надо стремиться хорошо играть в игру, потому что если ты будешь хорошо играть в игру, победа придет. Каково играть под руководством Электроника? Что думаешь насчет последних результатов команды? Круто. Мне нравится играть под Дэном. Что думаешь насчет последних результатов? Да нормально у нас результаты если взять что в команде абсолютно новый капитан с абсолютно другим видением игры, тем, что Паша стал постоянным тренером, и еще пришло 2 новых игрока. Я хуй знает, что люди вообще, блядь, требуют, чтобы мы сразу были топ-1 командой. Я, блядь, далеко не, блядь, стабильный тир-1 игрок. На тот момент, когда я приходил в команду. А то сейчас мы увидим на ближайшем турнире. Я считаю, что у нас результаты удовлетворительные, блядь. В Бухаресте мы вообще все мертвые уже были. Мы были на буткемпе 3 недели. После 3-недельного буткемпа мы полетели в Катовицу. Прямо из Катовицы. Меня забирает из-за визы. Все в тильте. Проигрывают турнир. Из этого турнира пацаны не летели домой, не летят домой, сразу полетели в Бухарест. И мы играли в Бухарест каждый день, просыпаясь утром, готовясь после официалки. Отдыхали 2 часа и садились опять разбирать игры и добавлять какие-то вещи, потому что нам их не хватало. Нормальный результат был. Потому что многие вещи мы работали и придумывали прямо во время турнира. Готовили, потому что у нас не было времени до турнира подготовиться. Слишком очень мало времени было. На самом-то деле. Какими киберсменами по Counter-Strike за всю историю ты бы хотел бы сыграть или увидеться? Хочется поиграть, на самом деле, мне с Зайву. Хотелось бы поиграть с Донком. Знаете, кого это, когда у тебя просто в киллфиде люди пропадают, просто постоянно долетится нахуй. Зевсон в прайме. Вот в Нави, в том праймовом составе Нави. Симплом, конечно же, хотелось бы поебашить. Хотелось бы, наверное, посмотреть, каково это было играть за Астралис. Когда у тебя прям 5 челов там просто в одной синергии такой двигаются. Наверное, еще с колдом в прайме. С колдирой. Вот все, наверное. Сколько в день ты тренируешься? Зависит от дня. Обычно не меньше 8 часов. То есть браки. Так у нас только командный сбор обычно с 9 до 19. 10 часов командный сбор. Минус час перерыва. 9 часов. У нас только командный сбор. То есть 8-9 часов. Наш буткемп это... Завтрак в 9 утра, прогулка в 10 утра, в 11 сбор на демке. Это касается пока что нас с Кайсаром. Мы там с Пашей отдельно работаем. Потом у нас командное обсуждение. После командного обсуждения у нас идут праки, потом перерыв, потом у нас идет обсуждение и опять праки. После сбора у нас идет отдых, и у нас идет индивидуальные тренировки, демо, фейсит и демки индивидуально. То есть обычно вообще в такие дни на буткемпе мы сидим по 12-14 часов в день. Мой идеальный день. Это проснуться, допустим, в 8, пойти в зал, это к 9, в 9, в 10 закончить, в 10:30, в 11 сбор, с 11 до 8, это получается 9 часов как раз командный сбор, и потом в 9, в 10 сыграть фейсит до 11, до 12 и лечь спать. Это вот мой идеальный расписание дня. Мне кажется, вот так я бы хотел, чтобы было все так. Если не киберспорт, то чем бы ты хотел заниматься, где бы ты работал? Я уже отвечал на этот вопрос. Актер, либо стримером бы хотел быть, потому что ебалами торговать умею. Актером мне интересно. Но
Интересно пытаться понять другого человека и войти в его роль. Мне кажется, это очень интересно. Я вообще всю жизнь еще хотел быть музыкантом, но я хуй с горы какой музыкант, блядь. Я шепелявлю, петь я не могу. Могу стендап-комиком быть. Гуфу не мешало с Картавым быть артистом. Ну, нет, для меня музыкант — это музыкант. Я же тебе рассказал, кого я слушал. Ну, хотел бы себе как минимум попробовать музыки, кстати. Возможно, в будущем. Когда-нибудь. Если бы ты стал актером, какие бы тебе роли подошли, как ты думаешь? Я думаю, на самом деле, каких-нибудь психов злых. Прям вот. Или хитрых лисов. Вот. Бля, хуй знает, как будто в какой-нибудь романтике бы я снимался, блядь, с моей внешностью, на самом деле. Я бы, мне кажется, и какой-нибудь, блядь, Джокера бы так, пиздец, сыграл бы с кайфом просто. Человека, который всех ненавидит и, наоборот, противоположность этому. Я бы играл человека, который со всеми дружит, который мог бы быть злодеем, мог бы просто играть, вот это вот типичный аниме-герой, который никто и бас. Какого-нибудь соло-левелинг бы фильм сделал, был бы же сериал, бы с кайфом бы сыграл. Вообще бы с кайфом. Быстро ли ты влился в новую команду, и если у вас уже свои внутренние шутки? Да, влился я довольно-таки быстро, пацаны ко мне хорошо относятся, я себя чувствую комфортно. Внутренние шутки есть, но я не знаю, не особо хочется выносить какие-то личные вещи. Ну давай не про шутки. Маффины. У нас, если что, штраф в команде маффины, тебе надо сожрать. Тебе надо жрать, блядь, огромные свиные кексы просто. И я в этой команде разлюбил сладкое. Потому что сыграл хуёво, блядь, ошибку совершил, все, блядь, пиздец, маффин свиной будешь хавать. Мы любим называть какие-то гранаты и раунды свиными. Свиная флешка, свиной раунд, то есть вот такие приколы есть. Тимофей меня называют, когда я какую-то хуйню вытворяю, я становлюсь Тимофеем. Громким криком после победы в раунде ты поддерживаешь команду или выплескиваешь эмоции, как на пане громким? Просто кричу, у меня же эмоции, ты хуя. Вот, и надо их выплескивать куда-то. Я сижу, что-то играю, что-то против Виталица въебываем, глаза абсолютно, там уже, блядь, Апекс уже стоит, нахуй. Ты что, вообще уебался, старый? Ну, вырежете? Можно, конечно, ставить, и это я так в шутку. На самом деле я безумно уважаю, типа, там, Виталица и так далее. И своими криками я не проявляю неуважения. Это момент, когда, блядь, Апекс кричит там Джамхату про порно в Твиттере, то что, блядь, там, типа, иногда кажется, что там перебор уже происходит. Ну, то есть я со своей стороны смотрю, да я кричу просто потому, что хочу кричать. Допустим, Геймер Легион, мы там въебывали, и оба я закричал, все, у команды настроение, все на меня смотрят, думают, что за еблан орёт смешно. И всех настроение поднялось, типа. Ну, слушай, как Vitality с 3D Max, когда играют, а что там происходит, блядь, французский лан. Это лично, это другое. У меня личного никому никогда не было. Я кричу не потому, что хочу кого-то обидеть, оскорбить, я кричу, потому что хочу кричать. Я не имею в виду, чтобы они мне хуй сосали, извините. Ну, то есть я это далеко не имею в виду. Там, блядь, все люди, которые там играют, уже и добились, и играли гораздо лучше меня. Я хуй с горы по соотношению с ними, блядь, там Апекс зову. Ёпт, кто я? Я этими словами выплескиваю свою энергию. Вот так вот. Я всех пиздец уважаю. Всех, кто больше и лучше меня играет. Если я что-то кричу, я никогда не дисреспекчу вас. Какие советы от более опытных игроков, таких как Electronic, вы считаете более ценными в своей карьере? Спасибо, со мной можно на ты. Если буду всех ебать, то уже можно быть на вы. Пока что на ты. Вот эта тема про то, что не надо ожидать победы, нужно стараться просто хорошо играть. Совет от отца заниматься физухой, к психологу сходить, потому что у меня было очень максимально неприятных моментов в жизни, там, что в период 16-17 лет, там, то есть там предательство, смерти, то есть там много всего было, и то есть мне очень сильно помог психолог через все это пройти, совсем справиться и бэкнуться крутым наставником, который меня первым был для меня это Хейзинг, вторым был Хал, третьим был, получается, для меня уже Боксон. То есть больше всех на меня повлиял Антон Бокс, он меня прям вообще. Юра Кипер в Немиге меня на таблетки посадил потому что я слишком чрезмерно я прям, блять, панику наводил здесь, парни, давайте это. Я наводил очень много паники в TeamSpeak. Я реально недели 2-3 раза в день пил. Вот такая история есть. Именно какие-то советы, честно не помню. Вот именно от каких-то высоких игроков. Просто все, что говорят, ты это уже держишь в голове, но просто не знаешь, почему этого не делаешь, допустим. Я не могу просто вспомнить какие-то советы. Психологический портрет Хала смотрел. Вот, он там сказал, что не надо ожидать победы. Этот момент у меня был как раз шанхайский мажор. Я думаю, блядь, это факт. Так и надо. Вот это вот крутой совет был. Как одним словом можно описать Virtus.pro? Мы медведи.
Мафия. Блядь, не употребляю это слово при мне. Кто у вас рулит в команде? Тренер или психологи? Или вы сами сказали? Психологи изначально никогда не могут быть никем в команде, никак не могут рулить. У нас в команде все строят Дэн и Паша. Также влияет там на игру нашу очень сильно Женя. Потом идет Петя, и мы с Кайсаром. Вот так. То есть вот такая у нас есть Иерархия. Иерархия, да, так сказать. Но так и должно быть. Самые опытные Женя, Петя и мы, пиздюки. Просто Петя, мне кажется, не так сильно участвует он участвует. В том плане просто у него позиции такие. Допустим, Женя играет на банане, и Жене на банане надо игру выстраивать. А Петя там, допустим, дюркет в коврах. Просто это смертельное оружие, которому надо сказать, куда пойти и Да въебать он сам врубает. Такая иерархия в команде просто по пониманию, по ролям, связано это со всем. Талант или дисциплина? 100%. Дисциплина, талант – это один из миллиарда случаев. Просто я не считаю себя талантом. Если бы я был бы талантом, я бы начал бы играть в 16 лет, когда попал в киберспорт. А я не начал играть, я тогда начал ссать хуй. А на этом вопросы были закончены. Некоторые вопросы были вырезаны из этой интервьюшки. Вы их сможете найти в моем личном телеграм-канале. Заходите на него, подписывайтесь, пишите мне комментарии. Когда у меня будет время, я захожу, читаю, на что-то отвечаю. Мне кажется, такой формат, если вам понравится, можно будет спокойно запилить вторую часть через месяц-два. Я вас люблю. Болейте за Virtus.pro, ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал. Всем до новых встреч и да, увидимся на турнире. Не знаю, когда этот видос выйдет.